Всем огромный привет! Принесли очередное зарядное устройство, которое не заряжает. Называется Amiga 14-5M. Так вот он выглядит. Сделано в России. ЗАО Группа Amiga, Москва. Ток заряда 5 ампер. Напряжение КБ 12 вольт. Вот такая вот штуковина. Изначально нет в наличии предохранителя. Попробовал напрямую, соединил. Зарядка все равно не идет. Но индикатор и включение в сеть горит, сеть и зарядка наполовину. На самом деле на выходе ничего нет. Давайте разберем. Собран корпус здесь на заклепках все. Здесь это обычные, по-моему, саморезы. Да, обычные такие вот саморезы. Так, для разборки надо их 4 штуки открутить с одной стороны, 4 с другой. Вот такие тут внутренности. Все очень просто. И детали по минимуму, все упрощено. Я что-то даже не вижу шим-контроллера никакого. По всей видимости, он с обратной стороны припаянный. Здесь уже ковыренные все регуляторы. Предохранитель. Тут уже проволока толстенная стоит. Кто-то менял уже диоды. Видимо, были сгоревшие. Берем мультиметр, ставим на звуковую прозвонку и начинаем проверять. Соответственно, предохранитель. Тут проволока толстенная. Также проверяем диодики. В одну сторону должен пропускать, в другую нет. Штатива нет, к сожалению. С собой не сделал, поэтому одной рукой приходится все это проверять. То есть сюда в эту сторону пропускает, пищит, в эту сторону не пищит. Так все 4 диода проверил, все исправные. Так, снимем плату, посмотрим, что там. Плата здесь прикручена на 4 болтиках, откручиваем их. Немножко вот уже паяли весь. Тут паяно, здесь паяно, здесь вот что-то паяли, плюсы не отмыли. Также на звуковой прозвонке мультиметра смотрим, что у нас на выходных плюс-минус. Вот тут у нас короткое замыкание показывает почему-то. Коротыш показывает. Так, раз здесь у нас короткое замыкание, это может быть либо провода где-то коротнули, либо где-то это здесь коротнуло. Так, провода, вот они. Короткого здесь нигде не видно. Дальше идет питание сюда на транзистор. То есть получается, вот этот диод мог выйти из строя. А для того, чтобы его проверить, его нужно отпаять. Сейчас отпаяю его, проверим, из-за него короткое или нет. Так, дальше после транзистора питание идет сюда. Здесь через резистор идет на трансформатор. Так, давайте здесь еще проверим. Плюсовой идет сюда на диод шотки. Так, здесь нормально.
Так, здесь на конденсаторах. $190. Конденсаторы зарядились, все потухло. То есть здесь все нормально. Отпаял одну ногу диода. Сейчас проверим, что с ним, как он себя чувствует. 0. 0. Диод пробит. В коротком. Это защитный диод стоит. Если вы перепутаете полярность, он отработает. Он, видимо, перепутали полярность, он свое дело отработал. Посмотрел, что тут за схема. Вот здесь оказывается вот этот диод, который обозначает сеть. Вот этот вот он запитан напрямую вот от этих вот проводов. Если даже преобразователь не будет работать, эта схема, если не запустится, все равно будет гореть сеть. Так что здесь вот такая вот реализация. Поэтому нужно сейчас будет все проверять. Посмотрим, короткое ушло с выхода или нет. Да, короткое с выхода ушло. После того, как выпаял защитный диод по выходу, загорелся еще один светодиодик зелененький. Также желтенький горит. На выходе померил напряжение 6 вольт. Сейчас попробуем подключить аккумулятор, посмотрим, будет ли он его заряжать. Подключил аккумулятор. Кое-какая реакция есть на аккумулятор на подключение. Вот этот диодик ярче, тусклее начинает светиться, но при этом заряда нет. Как было на аккумуляторе 12,6, так и стоит. На выходе, по всей видимости, ничего нет. Будем разбираться дальше, что с ним не так. Не совсем понятная ситуация вот с этим вот транзистором. На него приходит 15 вольт, с него выходит вроде какое-то напряжение. Но при подключении нагрузки оно куда-то исчезает. Здесь стоит транзистор 829, КТ829А. Хотя вся остальная комплектующая импортная, почему-то здесь 829 стоит. Надо где-то искать схему, смотреть, что здесь должен за транзистор стоять. Скорее всего, здесь какой-то полевичок должен стоять. Здесь, видимо, ничего не нашли, поставили его. В общем, будем смотреть схему, разбираться, если найду. Если нет, будем додумывать что-нибудь. Продолжается ремонт данного зарядного Омега 145М. Все проверил, вроде все работает, напряжение вот до сюда доходит, с транзистора мультиметром меришь, выходит, но аккумулятор не заряжает при этом. Взял лампочку обычную маленькую 24 вольтовую, подключаю к плюсу сюда вот и сюда вот к минусу, лампочка светится. Подключаю сюда на выход, лампочка не светится. Мультиметром меряю, есть. Под нагрузкой лампочку только нагружаешь, сразу же пропадает напряжение. Отпаял транзистор отсюда. Вот что он показывает. Показывает, что транзистор пришел в негодность. Схемы нигде не нашел. Попробую такой поставлю. Если нет, буду импортный какой-нибудь подбирать. Поменял транзистор. 729А здесь стоит. Также заменил вот этот диод сгоревший. Диод SF32. Заменил его на SF35. Это быстродействующий диод. Он стоит для защиты от переполюсовки. Если вы полюсовку перепутали, соответственно, диод в защиту уйдет, не даст вам сжечь все зарядное. Скорее всего, в этом случае так и произошло. Владелец данного зарядного, видимо, перепутал полярность. Диод ушел в защиту, сгорел сетевой предохранитель. Он разобрал, увидел, что предохранитель сгоревший. Воткнул вот такую вот перемычку туда. Опять, видимо, включил зарядное.
В итоге диод не выдержал, сгорел. Соответственно, получилось короткое замыкание. Из этого короткого замыкания сгорел вот этот транзистор 829. Предохранитель такой пережечь, то много труда надо. Хорошо, что сгорел транзистор в обрыв, а не в короткое. В короткое сгорел, погорела бы остальная еще схема. Как бы повезло в этом случае. Предохранитель я поменял, нормальный поставил. Сейчас зарядная включается, напряжение на выходе есть, но напряжение маловатое, всего 14,4 вольта. То есть для современных аккумуляторов, которые от GM, это нормально, а для старых аккумуляторов 14,4 вольта это будет мало для зарядки. То есть, такое вот зарядное. Данная зарядная уже ремонтировалась, видимо, уже не раз. Менялись диоды, но, по всей видимости, владелец данного зарядного так и не научится им пользоваться, так и будет его сжечь. Так что, скорее всего, это не последний ремонт. Скорее всего, он опять придет на ремонт. Это зарядная. Собрал корпус, протестировал. Все отлично работает. Отдаем владельцу. Проводим инструктаж, как необходимо пользоваться данным зарядным. Кому понравилось видео, пальцы ставим вверх, не понравилось вниз, оставляем ниже под видео в описании комментарии, вопросы. Постараюсь на все ответить. Всем спасибо за внимание, всем удачи, до новых встреч.